История Соника полна различных загадок, тайн и секретов, которые можно разгадывать бесконечно. Более опытные фанаты знают, что практически в каждой такой истории имеются мифологические корни. Совпадение это или нет, но это именно то, что делает приключения ежа довольно увлекательными. В прошлый раз я знакомил тебя с могущественными богами и существами из вселенной Соника. В этом же ролике я расскажу тебе о самых интересных мистических артефактах и кто из них может побороться за звание самого мощного. Возможно, ты откроешь для себя что-то новое, а если нет, то просто освежишь свои знания. Устраивайся поудобнее и погнали! Драгоценный скипетр – древний и таинственный артефакт из альтернативного измерения, где обитает кошка Блейз, и который играет ключевую роль в игре Sonic Rush Adventure. Мало кто играл в эту игру, а ведь зря, ведь она очень годная. Так вот, сила скипетра заключается в его особенности направлять силу звезд, энергию, которая разделяет и поддерживает параллельные измерения. Только представь, не будет скипетра, не будет других измерений. Как тебе такое, Танос? Не может быть. Так что это далеко не простая палочка, украшенная камнями, а вполне себе мощный ключ, который позволяет менять измерения и даже уничтожать их, как это пытался сделать Эгман Нега. Потомок самого Эгмана, сама же Блейз, использовала скипетр для поддержания баланса своего мира. Никто не знает, сколько лет скипетру и кто его создатель. Известно лишь то, что семья Блейз в течение нескольких поколений охраняла его. Как и любой артефакт, который не дает покоя многим злодеям, этот успел пережить большие приключения. Его воровали и даже теряли на дне глубокого океана. Тем не менее, он был найден и обратно возвращен в королевскую сокровищницу. Довольно интересная вещица, которая, к сожалению, больше нигде не светилась. Но перейдем к более загадочным вещам. Мировые кольца. Вообще, много кто, проходя игру Sonic and the Secret Rings, не особо вдумался в значение этих самых мировых колец. Знал ли ты, что такое каждое кольцо символизирует собой различные эмоции? Надежда, грусть, ярость, ненависть, радость, удовольствие и, наконец, желание. Кроме этого, каждое из них обладает физическими свойствами. Например, голубое кольцо может вызвать ливни и чудовищные ураганы. Все эти кольца накрепко связывают мир арабских ночей, как и страницы волшебной книги. Хотя сами жители этого мира воспринимают его как обычную сказку. Да, ты верно подметил уже про себя, что их цветовая палитра идентична изумрудам хаоса, о которых я еще расскажу. Но вернемся же к кольцам. Чтобы владеть их силой, необходимо совершить ритуал, отдав себя в жертву этим кольцам. А еще они способны как минимум свести с ума, как это нам показал печальный опыт злодея Эрезра Джина. Из хороших новостей не обязательно иметь при себе все кольца, чтобы совершить метаморфозы. Например, Соник поглотил всего лишь 3 кольца из 7, став Даркспайн Соником. Как и в случае со скипетром, происхождение колец неизвестно. Кроме этого, сам Соник замечает, что они не из этого мира. А вот что касаемо их продолжительности жизни, то вероятнее всего им столько же лет, сколько и самой книги арабских ночей. Около 12 веков. Кстати, я не знаю, кто запустил эту адскую машину, но почему-то люди думают, что Secret Rings это история про золотые колечки, но которые разбросаны на уровнях, чью тайну мы якобы раскрываем. Мне понадобилось 2 высших образования, чтобы понять, откуда растут ноги, а проблема кроется в самом названии, ведь американские локализаторы продемонстрировали очередной раз высшую степень аутизма, переведя оригинальное название игры Секаю Рингу как Secret Rings, а слово Секай переводится как мировой. Оно же Sonic и мировые кольца, откуда они взяли слово Secret, которое переводится как тайное. Впрочем, проблема локализации это отдельная тема, о которой я обязательно как-нибудь еще расскажу. А чтобы это случилось раньше, поставь лайк, тебе не сложно, мне приятно. Теперь поговорим про артефакты, которые не планировали попасть в мир Соника, но их мнение никто не спрашивал. На этот раз минимум магии, максимум физики. Ковчеги космоса, они же ковчеги звезд, которые появились в игре Sonic Riders Zero Gravity или же Shooting Star Story. Это 5 древних камней в форме колец,
У них есть особое магнитное поле, которое подчиняет массу и, самое главное, гравитацию. Благодаря этому свойству эти инопланетные камни являются мощным источником энергии, настолько мощным, что эту энергию сравнивают с черной дырой. Достаточно одного такого кольца, чтобы подчинить себе гравитацию и не беспокоиться о каких-либо препятствиях. Ковчеги запрограммированы притягиваться к друг другу и искать путь домой, к Вавилонскому саду. Он же Астральный Вавилон, огромный космический корабль, на котором в свое время совершили аварийную посадку предки Джета, Вейв и Шторман. Большая часть истории ковчегов космоса окутана тайной. Известно то, что они были созданы древними вавилонцами, как мощнейшие механизмы, которые служили двигателем для космического корабля. Когда древние вавилонцы совершили аварийную посадку на Землю Соника, они оставили ковчеги космоса на орбите планеты. Там они находились длительное время, пока в конечном итоге не упали сами по себе. Ковчеги способны создать огромную кучу проблем. Например, буквально сломать гравитацию и создать чудовищную черную дыру, которая поглощает целую планету. В итоге, кольца были деактивированы, но им пришлось покинуть Землю. Тем не менее, их все так же можно увидеть на орбите планеты в виде падающих звезд. Пожалуй, хватит о кольцах, теперь мне бы хотелось поговорить о камнях. Вообще в мире ежа полно всяких причудливых камней, но один из них точно заслуживает внимания. Это фантомный рубин. Известно то, что этот артефакт – межпространственный драгоценный камень, обладающий невероятной силой. Но как это обычно заведено, да. Настолько невероятный, что за него сражались в различных измерениях. Он имеет свой арсенал необычных способностей. Самое главное свойство – это манипуляции с виртуальной реальностью. Рубин способен контролировать визуальное и глубинное восприятие людей, тем самым передавая ложную информацию в мозг. Жертвы попадают в другую реальность и воспринимают ее за чистую монету. Хотя в действительности все происходящее с ними – это обман. Эта сила способна свести с ума. Как я уже говорил выше, камень способен изменить реальность. Достаточно одного прикосновения, и артефакт создаст иллюзию того, что человек больше всего желает. К сожалению, природа происхождения его неизвестна, и вполне возможно, что рубин прибыл из далеких неизвестных измерений, учитывая его свойство прыгать между ними. Пожалуй, на этом я закончу и перейду к финальному артефакту. Изумруды хаоса. Об изумрудах можно говорить очень долго. Эти таинственные камни будоражат умы не только важных ключевых фигур Сониковской вселенной, но и самих фанатов. Изумруды буквально пропитаны тайной, которую до сих пор нам не раскрывают сценаристы и разработчики. Так или иначе, а что мы о них знаем? Наверное, будет справедливо назвать их одними из самых могущественных артефактов. Ведь кто владеет камнями, тот владеет миром. Утверждается, что каждый изумруд хаоса обладает мистическими свойствами и содержит неограниченное количество очень мощной энергии чистокровного хаоса. Это энергия, которая способна давать даже искру жизни. Но даже по отдельности каждый из этих камней силен. Например, достаточно одного камня, чтобы дать отпор неполной форме пожирателя времени или привести в действие весь храм Гаи. Если копать еще глубже, то каждый из изумрудов способен превратить мысли в физическую силу. Камни очень чувствительны к эмоциям живых существ. Это можно наблюдать на примере самого Соника или водяного монстра хаоса. Позитивные мысли, такие как дружба и забота, порождают положительную энергию, а негативные мысли, такие как злость и ненависть, порождают отрицательную. Но те, кто соберет все изумруды хаоса, могут называть себя богом. Многие персонажи открыли для себя множество уникальных способностей благодаря контакту с изумрудами. Это не только бесконечный источник энергии для роботов и оружия. Например, знаменитый хаос-контроль у Shadow проявляется благодаря силе одного из камней. Есть нечто более мощное, как превращение Соника в Супер Соника. Но, как и любая сила, все требует жертв. Сила хаоса, даруемая камнями, обычно скоротечна. Есть у них еще одно проблематическое свойство. После использования всех 7 изумрудов хаоса, они обычно рассеиваются по всему свету, по самой непредсказуемой траектории. Но отмечу, что когда появляется сильная необходимость в камнях, они каким-то чудесным образом оказываются неподалеку. Все, что остается сделать, это просто их отыскать.
Что можно сказать об их происхождении? К сожалению, нет никакой информации, откуда они взялись, кто их создал и сколько им уже лет. Известно лишь то, что им несколько тысячелетий, и они существовали еще до появления Мастер Изумруда. А изумрудами хаоса их назвали в честь монстра хаоса, чей гнев уничтожил большую часть древнего народа Ехидн. Изумруды также тесно связаны с храмами Гаи, возраст которых составляет более или менее 10 тысяч лет. Они нужны были для сдерживания древних темных сил в лице Дарк Гая, который был заточен в ядре планеты. Среди других цивилизаций, которые знали об изумрудах, были вавилонцы и Black Arms, которые посещали Землю по крайней мере 2000 лет назад. Есть также многочисленные локации, в которых, как говорят, находились изумруды хаоса с древних времен. Например, остров Кокуа, Вестсайд, остров Ангела, остров Флики, Южный остров и так далее. Неизвестно, насколько правдивы эти легенды, учитывая, как некоторые из них противоречат друг другу, но это как раз и наводит на мысль, что изумруды появляются там, где они нужны больше всего. Хочется добавить пару слов и о Мастер Изумруде. Удивительно, но у этого камня есть своя история происхождения. Как я уже говорил выше, Мастер Изумруд появился намного позже самих Изумрудов Хаоса. Это, кстати, объясняет, почему в том же Sonic Unleashed древние жители не упоминали Мастер Изумруд, ведь его на тот момент просто не было. В далеком прошлом на острове Вестсайд и Sonic the Hedgehog 2 Изумруды Хаоса были использованы для злых целей. Произошло нечто ужасное, после чего сами древние боги обратили свой взор. Они вмешались и создали Мастер Изумруд, который способен утихомирить необузданную силу изумрудов хаоса. Теперь изумруды в случае необходимости можно контролировать. Среди древних цивилизаций появились первые служители, цель которых была оберегать камни и следить, чтобы они не попали в злые руки. Все эти знания передавались из поколения в поколение. Из служителей нам известны лишь древние ехидны. Конечно же, это не все артефакты, которые существуют во вселенной Соника. Мне бы очень хотелось рассказать о таких вещах, как камни времени или Soul Изумруды, но возможно это будет уже в следующий раз. А пока предлагаю написать в комментариях, какой из артефактов, на твой взгляд, мощнее всего. А на этом пока все. Всем удачи и пока. Open your heart, it's gonna be alright.